Ланжерон. Добро пожаловать! Посмотрите, как много автомобилей едет на Ланжерон. Здесь уже образовалась целая огромная пробка. Трафик здесь сейчас огромный, и сразу видно, что в Одессе сезон. Работают различные киоски с едой, с мороженым, с напитками. Ну и уже видно с матрасами и кругами для любителей поплавать в море. Так, посмотрим, что здесь можно купить. Конфеты, печенье, кофе, чай, какао и хот-доги. Проходим возле киосков, и по-настоящему пахнет летом. Это креветками, сушеной рыбкой и пивом. Всем привет из Одессы! С вами Виктория, Ирина, и мы сегодня вместе с вами на Ланжероне в Одессе. Ну что, спускаемся с вами вниз к Черному морю. Сейчас вечер, и люди одной сплошной толпой возвращаются домой. Уже все назагорались, наплавались. Вот уже видно море, ну а судя по музыке, то в дельфинарии сейчас представление. О, нас узнали, наш канал смотрят. А вот тетеньку сфоткай. Вон она. Это коренная одесситка. Так. Это она. У нее красноречие хоть отбавляй. Аленя, девчоночки на позитиве. А девчонки на позитиве. Спасибо большое. Отсюда ездят экскурсионные машинки прям в Аркадию. И смотрите, я все время делаю акцент на том, что поездку сюда нужно планировать, потому что парковки здесь забиты практически всегда. Если мы сейчас с вами пришли на Ланжерон, конечно, мы не можем не подойти поближе к нашему любимому Черному морю. Идем. Вечер, и сюда на набережную на прогулку приходят одни люди, другие люди, как мы уже говорили, наоборот, ходят из пляжа. Как красиво здесь выглядит наше море, такое синее, и на его фоне все-таки, как ни крути, хоть какие-то пальмы. Приехал в Одессу, и такое чувство, что побывал в какой-то экзотической стране. Море, чайки, пальмы. Ходят отдыхающие, и это сразу видно по купальникам и кругам. Вот смотрите, какой классный самолет. Ирина заметила. Здесь работали раньше красивенные фонтаны, которые били струей в небо, но сейчас, наверное, в целях экономии их отключили, к большому сожалению. Здесь начинаются рестораны, кафе под открытым небом, просто под зонтами, в которых отдыхают люди. Подходим сейчас к пляжу и решили показать, какое сейчас количество в Одессе людей, которые загорают и купаются в нашем Черном море. Ой, генераторы работают, света нету. Ланжерон, и просто 1000 людей, несмотря на то, что уже 7 часов вечера. Посмотрите, сколько людей еще до сих пор на пляже. А вон кто-то залез просто на столбик. Нужно обладать хорошим равновесием, чтобы там... А, он прыгает! Чтобы там стоять. Смотрите, как переполнены пляжи сейчас в Одессе. Такое чувство, что войны нет, как будто все мирно, как раньше. Сразу видно, что в городе жара, потому что посмотрите, какое огромное количество людей купается. Вода сейчас в море 25-27 градусов, очень-очень теплая.
куда же без фотосессий. Всегда мужчины делают девушкам фотосессии. Девушки не дают мужчинам отдыхать. Здесь живая музыка. Красивый ресторан, но не будем заходить, чтобы не нарушать покой его посетителей. Наша Одесса больше всего прекрасна весной и летом. Мы знаем, что такое ностальгия, что такое сидеть в городе без моря, жарким или дождливым летом и скучать за своим любимым городом. Поэтому хоть на несколько минут мы вас всех приглашаем прогуляться по Ланжерону. У нас разыгрывается такой мини-шторм. Посмотрите, море начинает волноваться. Очень приятно всегда смотреть на такие счастливые семьи. Потрогаем водичку. Море теплее. Жизнь здесь кипит. В Одессе, куда ни посмотри, везде красивые девушки, и об этом нам часто пишут мужчины из других городов и стран. И мы не можем с этим не согласиться. Вот даже сейчас идем здесь, и в камеру попадают очень красивые девушки. В купальниках, в коротких шортах. Мужчины любят лето. 100%. Сейчас находимся возле дельфинария Немо и отеля Немо, а это один из самых известных отелей в Одессе. Здесь в Немо есть открытая площадка, можно выпить кофе, чай и что-то купить перекусить. Сейчас посмотрим, что здесь есть и какие на это все цены. Можно даже что-то купить погрызть. Дівчинка приємно тут працює. Так, а это цены. Есть на хот-доги, на выпечку, на десерты, на чай. А это цены здесь на шаурму. Обычная 180 гривен, допустим. Выпечка и десерты по 50 гривен разные. Напитки, лимонад 100 гривен, фреш 100 гривен. Вино даже есть, не пиво. Украина, Одесса всегда готова удивлять туристов со всего мира, и в преддверии летнего сезона в 2014 году в Одессе открылся единственный в Европе 5-звездочный отель с дельфинами, и это был именно этот отель под названием Немо. Мы видим, что там на пирсе рыбаки ловят рыбу на удочке. Идем посмотрим, какой у них улов. Если они нам, конечно, покажут и захотят сниматься. Рыбу ловят не только мужчины, но и женщины. Мы вас не будем снимать, Карин. Знакомьтесь, это скат-хвостокол, одна из ядовитых рыб Черного моря. Этот, которого словили, еще маленький, но они вырастают в длину до 1 метра. У него длинный хвост, на котором есть небольшой, но очень ядовитый шип. Серьезно, больше у нас ничего показать. Бычка нету у вас? Очень редко, когда они жалят людей в море, в основном они жалят только тогда, когда их ловят рыбаки и неправильно берут в руки. А это палец рыбака, который уже не понаслышке знает, как это больно и неприятно, когда жалит скат-хвостокол. Вот правильная медитация с пивом. Так, для тех, кто не знает этот дельфинарий, и в него мы зайдем чуть-чуть позже. А сейчас просто покажем вам набережную. Сейчас мы с вами зайдем в дельфинарий и посмотрим, какие там цены.
хотели вам показать дельфинарий и стоимость представлений, но оказывается он работает только до 7 часов вечера, поэтому сделаем это в другой раз. На пляже Ланжерон работает летний кинотеатр. Старт 21:30 и 200 гривен сеанс. Так что если хотите, приходите. Это видео для тех, кто сейчас где-то за границей и очень скучает за Одессой, а также для тех, кто сидит дома в прохладной квартире и не хочет выходить на улицу гулять по такой жаре. И еще мы приветствуем в Одессе и на нашем канале зрителей, которые никогда не были в Одессе и очень хотят здесь побывать. А смотрите, какие еще здесь есть пилинги рыбками. Стоит 300 гривен. И выглядит он так. Извините, а можно я поснимаю? Да, спасибо. Вот, мальчик сидит, опустил ножки, а рыбки делают ему пилинг. Не больно вам? Поначалу было очень щекотно. А сейчас нормально, да? Да. И сколько так минут уже здесь? 10 минут длится процедура. Ой, класс! Сегодня у нас очень тихий день. Знаете, для чего мы снимаем наши видео? Мы хотим показать, как в тихий, спокойный день красивые люди в красивом городе, в красивой стране отдыхают. Рыбу ловят здесь сейчас просто повсюду. Сегодня мы вам показали одну из самых известных набережных города Одессы. Мы передали вам привет от пляжа Ланжерон, от Черного моря, от Одессы. И до встречи в следующем видео. Любим, обнимаем. С вами ваш любимый канал на Позитиве.